Привет, мои дорогие девочки! Только что у нас была с вами тема на два варианта. Ваша соперница, кто она и как быть. Это сейчас вышло. Это та соперница, которая у вас и есть, и когда вы находитесь в некой конфронтации. А сейчас мы посмотрим тему, которую мы будем с вами называть «Ваша разлучница». Почему так произошло? И как быть? То есть, если у вас уже что-то случилось, когда вы думаете, что вы где-то проиграли, либо она где-то выиграла, увела вашего мужчину, конечно же, да, и вы думаете, что вы что-то потеряли, мы сейчас посмотрим, потеряли ли вы что-то, а может быть, вы наоборот что-то приобрели, и как вообще, почему это произошло. И мы тоже будем с вами гадать не на 4 варианта, да, на личности, на разных дам. Мы с вами погадаем на два варианта: разлучница и неразлучница. То есть к хорошему она или к плохому, девочки. Это уже гадание на сбывшееся, то есть на ту разлучницу, которая уже, короче, все, что могло случиться хренового, оно случилось. И давайте посмотрим, бедовать ли нам по этому поводу или нет. Ну что, давайте посмотрим. Ваша разлучница, почему это случилось, когда она уже сделала свое грязное дело? И почему так случилось, и что это за разлучница? Второй вариант. Первый вариант и второй. Выбирайте, и это гадание будет относиться именно к тому, что уже произошло в вашей жизни. Увели мужика, развелись с мужем, да, это был любимый человек для вас, либо это, девочки, был сложившийся хороший налаженный быт у вас, да, либо это был мерзкопакостный мужик, который вам всю жизнь испоганил, да. Давайте посмотрим на это с высоты уже другого полета, девочки, да. Это произошло, это уже случилось. И она уже не соперница ваша, которая есть у вас, да, а именно вот когда разлука произошла по вине другой. Ну что, девочки, смотрим. Первый вариант, второй вариант. Давайте посмотрим на эту тему. Но перед этим я хочу вам еще раз напомнить, у меня есть Телеграм, у меня есть ВКонтакте, Инстаграм. Именно в Телеграме у нас более такое вот такое общение со всеми, скажем так, сразу. Там я выкладываю и гадания какие-то, и то, но у меня еще есть закрытый канал «Магия и ритуалы». И там вы увидите в шапке профиля. И фишка в том, что там и есть сейчас ритуал на убывающую луну от соперниц и разлучниц и завистниц. Вот именно по этой нашей женской тематике. Ну что, девочки, давайте посмотрим. Лиса кричала у меня сегодня. У меня, девочки, сейчас выложила ритуал «Непобедимая в любви». Мы начали его, как говорится, смотреть. Я тоже там кое-что пересмотрела, да, настроилась на эту тему соперницы и разлучницы. И что вы думаете? Э, фу- Мы ритуал делаем на беса Фурфура. Это черная магия, это малый ключ Соломона, фурфур, да. И что вы думаете, девочки? У меня на участок забежала лиса, стала там нету забора, короче, она, девочки, так истошно кричала, что это какой-то был трындец. А вы слышали, как кричит лиса, девочки? Это смесь такого человеческого и собачьего. Ну, от чего, в принципе, становится жутковато. Если бы я это услышала в лесу, когда жгла костер, да, то, ну, очень неприятно, скажем так. Хотя лиса красивое животное, да, но демонически кричит. Но это тоже был знак, да, что дай-ка я его сама сейчас пересмотрю. Я его пересмотрю. Я люблю сделанные ритуалы, девочки, уже. Сейчас убывающая луна, поэтому. В общем, возвращаемся к разлучнице и что с ней делать и как с ней быть. Итак, первый вариант, девочки, разлучница. Почему это произошло в вашей жизни и как с этим быть? Ну вот я вот тут лису эту, девочки, не просто так вот вначале вспомнила, да, как она кавычит, скулит, гавкает таким истошным голосом.
Это я в начале видео говорила, кто не слышал, кто уже на тайм-код нажал. Короче, девятка хазардов у вас. Это, девочки, ваша разлучница, а вы от нее натерпелись, по-любому. Но до конца это не прошло у вас. У вас в голове что-то такое сидит, остаточное, да, возможно, какое-то мерзкое. Вы можете относиться к этому с точки зрения, ну, того, что вы проиграли, да, но тут не совсем так. Тут идет, девочки, внутренняя какая-то тревога, и мы ее сейчас с вами вытащим. Вы по девятке хазардов, получается, свою жизнь дальше немножко не так, не по-здоровому живете, как на самом деле надо жить. Вот эта соперница, которая у вас когда-то была, да, она вас травмировала. Ну, вы можете точно так сказать, да. Ну, конечно, травмировала. Кто хочет соперницу, разлучницу своей жизни. Но она вот как прошлась по вам, да, очень некрасиво, очень подло, очень мерзко. Тут одна такая человеческая, вонючая такая подлость идет. Вообще-то между нами, женщинами, вот что нас спасает, это наша женская солидарность, да. И вот эта солидарность, она должна быть, да, даже по отношению к другим женщинам. Но в вашем случае с вашей этой разлучницей никакой женской солидарности вообще не было, да? Это была великая подлость с ее стороны, гадость, подлость и, ну, капец, конечно, тут идет. Давайте еще... И вот это остаточное что-то, да, оно осталось в вас, вот это темное пятно какое-то. Вот как, знаете, если кто-то пережил аварию, у него такая седина может быть на висках, да, или вы, может, читали, что люди, которые переживают очень сильный стресс, они сидеют, да, или вот какое-то черное пятно, оно на вас есть, и оно осталось, и этой картой сигнификатором тут это все читается. Разлучница была, что она в вашу жизнь привела? Ну, это разлучница, которая... Шестой старший аркан и рыцарь кубков, да. Это было проявление со стороны вашего этого мужчины в ее сторону, да. Вы можете говорить, что это она там вертела хвостом возле него, но по факту здесь показывает, что это мужчина первый полез к ней, да. То есть он дал ей этот карт-бланш, он дал ей этот зеленый свет, но с ее стороны это какая-то такая ужасная подлость в вашу сторону, да. То есть она не ходила белой и пушистой, когда она входила в отношения с вашим мужчиной. Она, девочки, все прекрасно знала. Она знала, и были у нее эти весы, когда человек понимает, что есть хорошо, а что плохо, что надо делать, что и не надо делать. И она поступилась этим. Понимаете? Она шла на то, чтобы сделать вам больно. Но из-за подлости своей, вот из-за подлости. То есть мужчина сам, получается, ей вот эти вот знаки внимания делал, но она поступала подло со своей стороны. То есть я бы сказала, что она, ну, как бы недостойна того, чтобы быть любимой. Ваша разлучница. А она, девочки, не будет. Ей все вернется бумерангом, либо уже вернулась. Потому что вот это шестой старший аркан влюбленные, за которым она шла, она его получает в мечах. Она в шестерке, в шестом аркане мечей получает. Она даже не думает, насколько она получит вот это ответочку за свои гадости в вашу сторону. Понимаете? Она обидела человека, вас, девочки, обидела она, но ее ждет либо то же самое. Вот вы видели, да, что иногда, когда разлучница, короче, она переживет то же самое, что вы пережили. Она будет в статусе преданной мужчиной. Ее ждет бумеранг. Королева кубков и верховная жрица. Она познает
Смотрите, девочки, тут такое идет, да, очень много кубковых карт выпало с Верховной Жрицей. Тут идет такой перелив с одной чаши в другую чашу. То есть, смотрите, вы пострадали от этого, и у вас вот это черное пятно у вас осталось. Она как будто думает, что она взяла от этой жизни все от мужчины, да. И фишка в том, тут такой тонкий момент, да, что вот этот бумеранг, который в ее сторону прилетит, он будет теплый. Дело в том, что она переживет предательство с его стороны. Но пока вот вам может казаться, что она получает все от этого мира, да, что ей повезло, что она там любимая и все остальное. Но когда вот за ней как два глаза других наблюдают, и эти два других глаза, эм, вот как время отмерено ее, да, вот когда мы смотрим фильм какой-то, и мы понимаем, что вот сейчас очень яркие краски идут, что разлучница счастлива, чья-то, да, в фильме, но мы прекрасно понимаем, что это к чему-то нам режиссер показывает, что вот надо усугубить ситуацию, да, показать верх какого-то такого блаженства для того, чтобы потом показать этот сильный низ, твердое дно, на которое очень больно падать. Что ее ждет? Семерка хазардов и повешенный девочки ей выпал. Это бумеранг. Это как минимум предательство. Это вот когда, знаете, говорят, что предательство, измена — это такой же стресс, как когда человек умирает, да? Мы переживаем такое. Вот она это переживет. Она переживет измену, она переживет предательство. А вы к этому будете относиться? А у вас, девочки, наоборот, когда она будет переживать эту предательство, измену, вы, наоборот, будете в любви купаться. Паш кубков и девятка кубков. То есть, когда она ловит вот эту шестой старший аркан влюбленных, да, и купается в любви, она потом получит этот бумеранг в шестерке мечей, да. А когда она будет в шестерке мечей, там вот столкновение ваше произошло, Верховная Жрица и Королева Кубков, да, она останется у повешенного, да, думая об повешенном, то есть об изменщике каком-то, о предательстве. А вы будете в паре, девочки, с каким-то другим мужчиной. Любовь какая-то у вас идет. Так что не ставьте на себе крест. Поняли, девочки? Давайте еще посмотрим. У вас тут есть продолжение. То есть вы пойдете дальше. Не заостряйте внимание на этой разлучнице своей. Это для нее такой вот урок конкретный. Давайте еще глянем. Ваша разлучница. Какой она в вас оставила след? Ваши воспоминания оставила вам. Вы как-то возвращаетесь в эту историю. Вот вы ждете какого-то нового логического конца в этой истории. Вы понимаете, что вот не было той точкой, когда она увела вашего мужчину. Вы знаете, что точка еще будет. И к этому все идет. Но вы как в воспоминаниях своих живете. Считаете его и предателем тоже, что он повелся на эту императрицу какую-то. А что у них там в жизни? У них пока все хорошо. Те же карты выпадают. Видели, как и двойка кубков и восьмерка кубков. А когда это закончится? Оно, девочки, закончится. Вот смотрите, семерка костей и шестерка костей. Подождите, тут еще такая карта была, когда перелив этот был. Из кубка в кубки, девочки, был перелив. Вот это он, как вы его вспоминаете, как он с ней. Вот этот и тоска, и в то же время вот эта тройка мечей, это как вы переходите в новое свою жизнь. Темнота идет.
Он типа с ней в любовных отношениях, потом идет точка в какой-то такой непредвиденный момент. Он для нее будет неожиданным. А что сделал этот мужчина по отношению к той разлучнице? Я уже как лиса ржу, девочки, как гавкаю. Королева мечей выпала, разлучница. Будет другая у него. И это будет измена и предательство, и ей будет больно. А вот эта вот девятка хазардов, вот я даже не за их переживаю. Там не за что, в принципе, переживать. Она свое отгребет, да. Она получит то же самое, что и вы, да. И вот эту вот подлость получит. А вам как быть в этой ситуации? Береги дом свой, говорит. Береги свой дом. Девочки, не пускайте бывшего к себе домой, вот этого, не пускайте. Он как с нехорошим приходит и хочет как что-то забрать свое еще, понимаете? Береги дом тут выпадает. Знаете, что я вам скажу? Тут надо, когда вы жили с этим мужчиной, возьмите хотя бы его там эти остатки, вещички какие-то, что-то такое вот фонит, что карты говорят, береги дом. Понимаете? То есть он его как что-то тянет для того, чтобы к вам в дом вернуться и что-то забрать свое. И, скорее всего, это, так как это кости выпали, что-то материальное такое. Как вам быть в этой ситуации? Как отпустить это все или нет? Он, девочки, придет еще забрать что-то свое из вашего дома. У вас на том месте будет как пусто. Но это еще будет возвращение, чтобы еще посмотреть, как вы относитесь к нему. То есть он, как говорится, краем глаза будет следить за вами. Ну что-то, смотрите, даже если у него нету такого, что он может к вам в дом прийти, да, тут может у вас еще быть общение, что он где-то будет на это намекать, на какую-то вещь, что ему надо забрать. Но по факту это будет еще краем глаза, он будет наблюдать за вашими реакциями какими-то. Я бы его в свой дом не пускала, девочки. И желательно, да, как-то его заблокировать и по минимуму общаться с ним. Он у вас такой мужчина, он бы и не... Знаете, была бы у него возможность быть с ней и с вами одновременно, он бы был. Понимаете, девочки? Поэтому, как вообще к этому всему относиться? Давайте глянем. Вот именно так, чтобы вас излечить от этой всей фигни. Но вот что-то такое неотмытое есть, как будто какая-то грязь от этого всего на вас все равно налипла. Как быть вам? Как вам быть чистенькой и красивенькой, чтобы у вас все было хорошо? А, девочки, смотрите, одна и та же карта, а восьмерка кубков выпадает уже 150 раз у вас, да? И смотрите, когда у нее будет повешенный, вот этот мужчина, да, у вас будет нулевой старший аркан дурак. Вы не думаете, что вам попадется какой-то дурак и все остальное. Это говорит о том, что у вас какая-то новая жизнь начнется. Понимаете? Вот пока она радуется этому всему, ваш изменит, вот этот ухожденец, да, он ее предаст, а у вас тогда будет новый мужчина. Понимаете? Вот перелив такой есть. Я так думаю, если вы увлекаетесь, например, магией, да, то вот это такая вот как крадница какая-то. И вы можете, например, поработать с крадниками. Да? Если вы хотите еще поработать с этой своей разлучницей, поработайте с зеркалами. Да? Потому что почему-то очень сильно зеркалит вас она. Тут еще не закрыты вопросы, их вам надо будет закрывать. Проработайте, пожалуйста, себя. Прорабатывайте, девочки. Не пускайте все на самотек, чтобы это не дошло ни до каких депрессий, нервных срывов, эмоционального выгорания. Поработайте, настраивайте себя на новую жизнь, на новый дзен, как говорится. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант давайте посмотрим. Ваша разлучница. Что это за разлучница? Это, девочки, разлучница по двойке мечей. Это
Либо вы узнали вообще об этой разлучнице через какую-то вещь, либо она вот пыталась донести, вот как подкладывать вам все время, и чтобы целью было разлучить вас, подкладывала что-то. Ваша разлучница, почему и как быть? Ну, боролась она за рыцаря кости, она боролась не только за мужчину, сколько за то, что у него в карманах лежало, да, что на карточках лежало. Она считает, что она, да, разлучница, да. а, Как пара здесь выпадает, но я не думаю, что они прям так долго здесь будут, да. Если она его будет сосать деньги, то они будут, насколько... Пока у него есть деньги, как говорится, а пока она его сосет, он может быть с ней. Как только деньги и материальное что-то закончится, она потеряет к нему интерес. И отшельник, девочки. Она его высасывает. Это паразит, который тянет все соки с мужчиной, пока с него есть что высосать. Как только она насосется того, что ей надо, он будет, девочки, высушенный девятый старший аркан отшельника. А почему это с ним такое происходит? А знаете, я вам так скажу, вот вы-то выпали королевой кости, а он рыцарем кости. Вы как бы и пара такая нормальная была, неплохая, да? Но он был ведомым в ваших отношениях, а вы ведущая. Вы были богаче, он беднее. Может, вы его устраивали на работу, вы его тянули, там, открывали ему там предпринимательство, находили ему какое-то ремесло, что-то для него делали такое, да, что вы помогали ему жить. И в результате, когда он более-менее стал типа на ноги, да, она увидела вот эти возможности, которые можно взять от слабого мужчины, но у него в карманах что-то есть, да. И вот почему бы не отобрать? Вот как, например, как воры действуют, уличные воры. Вы видели много раз на этих всяких скрытых камерах такое происходило. Идет какой-нибудь слабый человек, тянет что-то, и вор его оценивает. О, он быстро не побежит, и у него легко вырвать сумку, да. И вот они вот так вот находят. Ваша эта разлучница действовала по таким же принципам и методам. То есть она видела слабого мужчину, которого можно охмурить, которого можно шантажировать, которым можно манипулировать, да. Легкую для себя добычу видела с большими оттопыренными карманами. Но а его-то оттопыренные карманы были только благодаря королеве кости. Вам, девочки. И фишка в том, что вот она как вырвет у него вот эту сумку, он превратится в этого отшельника, да, девятый старший аркан. И он к вам как бы тоже не вернется, потому что он как бы вам тоже не надо будет, да. Да, вы будете много о нем думать, о том, что произошло, но это будут такие кармические воспоминания о нем. Я бы его назад не принимала, потому что он слаб. То есть, знаете, если его один раз, скажем так, обворовали, его и второй раз обворуют, и в третий, и в четвертый. И вам, получается, надо будет переживать даже не за то, как его на ноги поставить, этого мужчину, а так, чтобы это опять не досталось какой-нибудь хищнице. Понимаете? А в вашем случае лучше заниматься собой. Вы в состоянии, девочки, да, намного больше иметь в этой жизни, чем, например, мужик будет это делать вашим умом и вашими руками, да. Некоторые тоже женщины, они там пытаются, развивают как-то бизнес, помогают мужчине устроиться, ну, такие жалюшки, жалятся за него, переживают, чтобы он сыто где-то обут был, да, и работу какую-то хорошую имел. А в результате что, девочки? Его все равно видят слабаком, которого можно, знаете, как говорят, без лоха и жизнь плоха, да? И вот это тот же случай. Поэтому, если вы будете свой бизнес развивать, свою карьеру, свою работу и все остальное, вы будете намного лучше жить, чем когда вы будете развивать какого-то мужика. Вот такие дела. Давайте еще посмотрим. Эта разлучница, почему она у вас в жизни случилась? Ну, девочки, смотрите, тут выпали мечи вокруг карты
сила, 11 старший аркан. Вы этих разлучниц притягиваете, знаете, через кого? Через мужиков. То есть, когда вы кого-то, как говорится, вот знаете, подобрали мужика, скажем так, любого, подобрали вы, или он думает, что он вас где-то подобрал, вы его делаете лучше. Этого щегла, как говорится, откормленного, помытого, и вы видят другие женщины, и они думают, о, ничего такой, да, но они чувствуют там внутри, что он слаб, понимаете? И, как говорится, обирают его. А почему они тянутся? Потому что у вас есть такое. У вас 11 старший аркан. Это сила ваша. Это сила, когда вот хотите вы этого, не хотите, да, это может у вас повторяться, девочки. Если вы будете все ставить на кон, все ставить на мужика, все ставить на эту одну лошадь, ложить все яйца в одну корзину, да, и все то, и украшать ее, и оставлять одну эту корзину, стыбзит у вас, понимаете? И у вас есть вот такая вот черта. И она не только этого мужика касается, она касается и многих аспектов вашей жизни тоже. То есть не делайте другим людям добро. Вот у вас по жизни должен быть такой вот девиз. Не то, что там быть злобной, там какой-то фурией, стервой и все остальное. Нет. Просто не делайте, вы что-то, вот не ложите все, вот не ложите эти яйца в одну грёбаную корзину, да, потому что они все равно разобьются или их кто-то умыкнет у вас. Это не только мужиков касается, не только мужиков. Вы вот что-то сделаете, сразу кто-то лапу свою мохнатую со своими липкими пальцами прикладывает к вашему, да. Это может у вас происходить, например, вы за кого-то пашете на работе, или вы не можете отказать, или, девочки, вы можете отказать, но вы настолько вот сильная, что вы можете вытянуть других. И вот этих вот очень много людей как-то и просят о вас о помощи, но в основном не просят и даже спасибо не говорят, да, а вы для многих делаете это. А потом вот то, что вы сделали для других, да, забирают те женщины, вот такие, как она, королева мечей, которая сама создать ничего такого не может. А вот пользоваться хоть пожалуйста, понимаете? И на самом деле вот это противостояние двух видов женщин. Вас как созидательницу, как творительницу, да, которая лепит и мужчин, м, лепит даже не свою жизнь, а помогает жить другим. И в результате третьи лица начинают пользоваться вот этими взросленными вами мужчинами, девочки. Это ваша вот такая вот проблема есть. Поэтому, чтобы этого не повторялось впредь, да, лепите из себя. Вот уберите вот этих вот, все эти силы, которые вы тратите на других, да, оставьте вот эту вот силу себе. Силу себе оставьте, а вот этим отшельникам оставьте вот эти их мечи с этими дамами мечевыми. Оставьте себе вот эту силу. Развивайте себя. Вот каждый раз, когда вам придет в голову сделать что-то для другого, купить что-то кому-то, да, какому-то мужику купить подарок, пошли в магазин и купили себе то, что вы хотите купить себе, а не кому-то. Понимаете? Потратьте это. И я вам скажу, что это ваша сила удвоится. Понимаете? И вы будете намного счастливее, чем проходить через вот это вот все каждый раз. Вот такое вот гадание, мои дорогие. Держитесь, не переживайте, девочки. А если уже разлучницы были в вашей жизни, это тот опыт, который мы должны просто переварить и уже следующую, как говорится, лисицу сделать так, чтобы она не проскочила через ваш огород. Понимаете? Чтобы вы были к этому готовы. И чтобы эти вот драные ситуации с этими разлучницами не повторялись в вашей жизни. Я, кстати, есть такие, очень такие, я даже вот иногда вижу вот прям по глазам, да, у женщины, вот прям ей палец в рот не клади, она его откусит, да, и на мужика не смотри даже ее, потому что вот прям чувствуется это в ней сила, не то, что там нервозность какая-то или волнение за то, что, ой, мужика заберут, нет, чувствуется сила, да, что она всегда будет знать, что ей делать в той или иной ситуации, да.
крепкие такие девочки есть, крепкие сердца, крепкие души, которые не боятся ухода мужчины, да, и в то же время она вот как-то силу эту чувствует, понимаете? Женщины чувствуют вот эту силу. Я хочу, чтобы вы были сильными, девочки. Не расстраивайтесь из этих мужиков. Мужики, как говорится, они как трамваи. На один опоздали, всегда придет следующий. Долго не горюем. Все, котики, пока-пока.